Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «Строй персонажей», первую из GTA Liberty City Stories и GTA 3 Definite Edition. Сегодня я вам расскажу про Антонио Тони Сиприани. Антонио Тони Сиприани, протагонист GTA Liberty City Stories и основной персонаж GTA 3 Definite Edition, является Капоре Джимми в семье Леона, поднимавшийся по служебной лестнице в 1998 году, а также помогает управлять рестораном своей матери в Сент-Марке. Тони Сиприани родился 1 июня 1952 года в семье Ма Сиприани и неизвестного отца, который был членом одной из городских мафиозных семей. Он жил с родителями в их ресторане, а позже стал частью преступного мира Либерти-Сити и присоединился к мафии, чтобы продолжить дело отца. В GTA Liberty City Stories Тони главный герой. GTA рассказывает историю Тони и его достижений в 1998 году, за 3 года до событий GTA 3. После освобождения Тони и Сальваторе едут к мэру, но тот был похищен Массимо Торини, высокопоставленным членом сицилийской мафии. Тони и Сальваторе спасают мэра и убивают Торини. К 2001 году Тони стал одним из самых высокопоставленных членов семьи Леона, уступая лишь Сальваторе Леоне. Также за 3 года он стал очень толстым. Тони живет с матерью и часто проводит время в ресторане. После предательства Леона Тони по сути станет врагом для протагониста. Его дальнейшая судьба неизвестна. Считается, что после убийства Сальваторе именно Тони взял под свой контроль семью Леона. Просто потому, что Джоу Леона не был особо связан с делами семьи и занимался в основном лишь своим автобизнесом. В GTA Liberty City Stories Тони значительно худее, чем в GTA 3 Definite Edition. Это отмечает или критикует его мать, Мария и Сальваторе Леоне. Причем мать и Сальваторе особенно подчеркивают, что его плохо кормят. В GTA 3 Definite Edition гораздо толще и заметно постарел за прошедшие 3 года. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Видения Тони в игровых сценах говорят о том, что он очень преданный, но его легко вывести из себя. Конечно, отчасти это может быть связано с тем, что его окружают такие странные люди, как Мария Латори, Джозеф Дунель Отул и Дональд Лав. Когда Тони злится, он способен на крайне жестокие поступки. Например, он зарубил Джованни Казу топором и разрезал его тело на мелкие кусочки, но иногда он, кажется, испытывает угрызение совести, когда он идет в собор, чтобы исповедаться. Однако, как многие другие главные герои GTA, он без колебаний убивает всех, кто стоит у него на пути, и иногда насмехивается над ними. Тони также считает, что люди должны проявлять должное уважение к своим родителям. Это видно потому, как он ругает Винченцо Чилли за то, что тот занимался оральным сексом с проституткой по имени Шерель, разговаривая со своей матерью, и потому, как он отчаянно пытается угодить своей матери. Как и Клод, он показывает водителям средний палец, если перед ним останавливается машина и пытается его сбить. Тони, похоже, очень предан своему боссу. Например, он спасает Сальваторе от гибели под колесами машины, которую Синдакко использовали, чтобы убить Сальваторе. Однако после завершения сюжетной линии сицилийских
полицейский гамбит в финальном ролике Тони выглядит немного беспокойным и нерешительным из-за того, что Сальваторе не заплатил ему обещанную пару миллионов долларов. Преданность Тони граничит с наивностью, учитывая, что некоторые из его врагов уже воспользовались этим, чтобы попытаться его убить. Например, когда Винченцо Чили убедил Тони пойти на заброшенный корабль в доках, чтобы попытаться помириться с ним, а затем попытаться его убить. Хотя можно сказать, что во многом эта наивность объясняется непоколебимой преданностью Тони Сальваторе, который останется с ним до самой смерти. В 2001 году Тони является действующим кампо семьи Леона. За годы, проведенные в Либерти-Сити, он стал высокомерным и в чем-то инфантильным в отношении бизнеса. Он постоянно кричит и теряет самообладание в присутствии Клода, а в присутствии матери ведет себя более послушно и никогда не перечит ей, как делал он это 3 года назад. Как бы то ни было, Тони останется жестоким, психопатичным и очень более властным в делах мафии. Неназванный человек убит по приказу Сальваторе Леона в 1994 году, из-за чего Тони пришлось скрываться в течение 4 лет. Дэн Сакко убит, чтобы доказать маме, что он лучше него. Седрук Фотернгейн убит за избиение Марии Латори. Джованни Каза убит за то, что перестал платить на защиту мамы. Винченцо Чили убит за предательство и попытку убить его. Роджер С. Хоул убит по приказу Сальваторе Леона за попытку обвинить его во множестве преступлений в городе. Фаид W. убита по приказу Неда Бёрнера за отказ дать интервью газете. Блэк Лигтман убит по приказу Неда Бёрнера за отказ дать интервью газете. ДВР убит по приказу Неда Бёрнера за отказ дать интервью газете. Поле Синдакко убит по приказу Сальваторе Леоне. Эйвери Корриктон убит по приказу Дональда Лавы, чтобы получить его строительную документацию. Нед Бёрнер убит по приказу Дональда Лавы за попытку рассказать всем, что он убил Эйвери Корриктона. Кадзуки Касан убит за попытку убить Тони и Тосико Касан. Массимо Торини убит за похищение Майлза О'Донована, попытку захватить Либерти-Сити и попытку разрушить семью Леоне. Его фамилия Сиприани один раз неправильно произносится как Киприани в GTA 3 Definitive Edition в миссии Мсда. На своем арте для GTA 3 Definitive Edition Тони изображен худым, что делает его похожим на себя из GTA Liberty Stories. Примечательно, что у Тони здесь коричневый костюм и темная рубашка, что напоминает его стандартную одежду в GTA Liberty Stories. В фильме «Деньги решают все» присутствует персонаж по имени Тони Сиприани, сыгранный Полом Сорвино, который внешне немного напоминает Тони, изображенного в GTA 3 Definitive Edition и GTA Liberty Stories. Также к фильму появляется и Ма Сиприани, мать Тони. В игре она владеет рестораном, а в фильме готовит для Тони и его домочадцев. Однако, если в игре можно услышать только ее голос, то в фильме она не произносит ни слова. В 2001 году в GTA 3 Definitive Edition дом Тони в Портленде разрушен и окружен конусами. Стандартная одежда Тони — это коричневый пиджак, черная рубашка, бежевые штаны и черные ботинки. В бета-версии у него совсем другая одежда. Тони — первый протагонист в 3D-вселенной, который может бегать с тяжелым оружием. Второй — Виктор Венс. Тони — первый протагонист в серии, который выдает миссии другому протагонисту, в данном случае Клоду. За ним идут Тревор Филлипс и Франклин Клинтон, которые выдают миссии протагонисту в GTA Online. Тони — первый персонаж, который появляется сначала в одной игре серии, потом стал протагонистом другой игры. Второй — Виктор Венс.
Возможно, Тони из игры основан на Тони Сопрано, герое сериала «Клан Сопрано». Оба находятся в должности Капры Джимми. У них тяжелые взаимоотношения с родителями. Оба часто решают дела за столом в ресторане, а также жалуются на проблемы с матерями. Сопрано ходит к психологу, в то время как Сиприани в 2001 году совершает анонимные звонки на Chatterbox FM. Также матери главных героев нанимали киллеров, чтобы убить своих сыновей. Тони Сиприани вместе с Сальваторе Леоне, Луиджи Готарелли, Марией Латори, Эйт Болом и Джоу Леоне в указанном порядке появляются на афишах фильма «Славные парни» в GTA 3 Definitive Edition. Это отсылка к фильму «Славные парни», в котором снимали спокойный Фрэнк Винсент. Пасхальное яйцо в GTA 4 намекает на то, что Тони, как и другие главные герои 3D-вселенной, мертв. Однако это не считается каноном 3D-вселенной. Возможно, в прошлом Тони был ростовщиком, поскольку в нюхе он напоминает Джей де Отулу о деньгах, которые тот ему должен, а в мертвом мясе Джованни Касса говорит Тони, что заплатит ему долги. Тони появляется в общей сложности в 77 сюжетных миссиях, что является третьим по величине показателей среди всех главных героев, после Карла Джонсона и Ника Бейлика, который появляется в 104 и 94 миссиях соответственно. Одна из случайных фраз Тони, когда он на кого-то наезжает: «Это мое конституционное право, придурок». Похоже на фразу Си-Джея: «Это мое конституционное право, сука», в GTA San Andreas Definitive Edition. Изначально Тони звали Тони Фэсил. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про Тони Сиприани, первый из игры GTA Liberty City Stories, GTA 3 Definitive Edition, подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте на действия, которые видите прямо на ваших экранах. Именно лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.